Тема сегодняшней лекции – это теория прогрессивного развития физического мира. Первый вопрос. Поиски первоосновы вещей в греческой физике. Ну вот эта тема, поиски первоосновы, это то, с чего я начал. На первом курсе философского факультета я написал курсовую работу. Научным руководителем был Зверевич Витольд Титович, автор учебников по древней философии. Ну, мы с ним поработали, он теоретик, отличное отношение. Ну, потом я ушел в другие темы. Он даже на меня и обиделся, может быть. Ну, просто меня все-таки больше интересует современная социология, а не древность. И все-таки это все устарело. Вся эта греческая философия. Ну, у меня другие научные интересы, чем у Зверевича. Вот и все. Итак, Фалес Милецкий считал первоосновой воду, то есть все состоит из воды. Так считал Фалес. Анаксимен Милецкий считал первоосновой воздух. Все состоит из воздуха. Ферикит Сиросский считал, что все состоит из 4 начал, одно из которых – земля. Гераклит Эфесский считал, что все состоит из огня. По мнению Фридриха Энгельса, Гераклит считается основателем диалектики, как науки о единстве и борьбе противоположностей. В конце жизни Гераклит возненавидел людей, удалился и жил в горах, питаясь травами. Оттого он заболел водянкой, вернулся в город и скончался. Левкипий Демокрит, Абдерский учили, что начало Вселенной – суть атомы и пустота. Атомы вихрем несутся по Вселенной и этим порождают все сложное – огонь, воду, воздух и землю. Атомы не подвержены воздействиям и неизменны по своей твердости. Эмпедокл в Сицилии считал, что первооснову вещей составляют 4 стихии. Это огонь, вода, земля и воздух. Анаксагор из Клозамен считал, что первооснова это гомеомерии, то есть подобные частицы, ну как это пылинки, как золото состоит из так называемой золотой пыли, так и все представляет собой связь подобных маленьких телец. Анаксимандр Милецкий считал, что первооснова вещей – это апейрон, по-гречески бесконечно делимое, и никак не определял его, это апейрон, ни как воздух, ни как воду, ни как что-либо иное. Анаксимандр учил, что части изменяются, целое же остается неизменным. Апейрон это бесконечно делимое. Все древние авторы согласны, что апейрон
материален, вещественен, но трудно сказать, что это такое. По моему мнению, апейрон означает бесконечную делимость материи. Вещество состоит из молекул, молекулы из атомов, атомы из элементарных частиц. Элементарные частицы, возможно, состоят из кварков, и так до бесконечности. Таким образом, именно Анаксимандр оказался ближе к истине, чем другие древнегреческие физики. Первооснову не удалось найти ни древнегреческим физикам, ни современным исследователям, потому что первоосновы не существует. Существование первоосновы означало бы существование начала в развитии или полное отсутствие развития в физическом мире. Но материя развивается прогрессивно, без начала и без конца в развитии. Поэтому первооснову найти не удалось. Эти поиски являются бесполезными. Следующий вопрос. Биография Георгия Антоновича Гамова. Годы его жизни. 1904-1968. Прожил 64 года. Он родился и вырос в Одессе. В гимназии учился вместе с будущим большевиком Лайбой Давыдовичем Троцким, Бронштейн, настоящая фамилия Троцкого. Отец Гамова работал преподавателем в этой же гимназии и привил сыну любовь к науке. Двоюродный брат Гамова, Всеволод Лебединцев, был во главе эсеровской террористической организации, готовил покушение на Столыпина, но был предан провокатором. Евна Азефов арестован и казнен. Сам Евна Азефов был раскрыт эсерами, но сумел сбежать и где-то скрывался остаток жизни. Он был провокатор и руководил террористической организацией. И сдавал этих же самых эсеров полиции за деньги. Об этом случае Леонид Андреев написал рассказ о 7 повешенных, где Лебединцеву соответствует герой по имени Вернер. Георгий Гамов поступил в Одесский университет, а затем в Петроградский университет. Одновременно он работал преподавателем физики в артиллерийской школе и получил звание полковника Красной Армии. Информация об этом звании вызвала панику среди американских контрразведчиков в 40-е годы, когда Гамов работал над созданием водородной бомбы в Лос-Аламосе в 1948 году. Он написал все формулы для создания водородной бомбы. Понятно, что эта бомба была направлена против России, и это черное пятно в биографии Гамова. У нас эту водородную бомбу создал Сахаров. К созданию атомной бомбы Гамова не допустили, как и Эйнштейна. Гамов был усидчивым студентом, он умел хорошо отдохнуть, умел выпить. Он говорил: я русский и хочу водки. Поэтому прожил маловато, 64 года, хотя имел отличное здоровье. Так вот, Гамов был мастером шуток и розыгрышей, хотя по типу личности был теоретиком, конечно. Рост Гамова был 2 метра 4 сантиметра, то есть очень высокий.
Он был экстравагантным экстравертом и за один вечер мог выпить бутылку виски. Его юношеской мечтой было путешествовать по свету и заниматься физикой. То есть он хотел самореализоваться. Одним из учителей Гамова в университете и руководителем дипломной работы был Александр Фридман, автор теории расширяющей Вселенной. Эта теория опровергла представление Эйнштейна, который признал свою ошибку. То есть Фридман переспорил, победил в дискуссии Эйнштейна. Студенческими друзьями Гамова были будущие советские академики Лев Давидович Ландау и Виктор Амбарцумян. В 1926 году Гамов поехал на стажировку в Германию, в Геттинген, к Максу Борну. Здесь он опубликовал сенсационную статью и приобрел мировую славу. Для всех крупных теоретиков характерен расцвет научного творчества в молодости. Гамов был знаком с Леоном Розенфельдом, Вольфгангом Паули, Нильсом Бором, то есть со всеми великими физиками 20 века. В 1931 году Гамов вернулся в Ленинград, и ему не дали разрешение поехать на конгресс в Риме. В 1932 году Гамов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 1933 году он получил двухнедельную командировку в Бельгию, и он не вернулся в СССР, а уехал в США, где создал модель горячей Вселенной и дал идею расшифровки генетического кода, то есть даже в генетике, в биологии себя проявил. Гамов также работал над проблемой ядерных источников энергии звезд. То есть что горит Солнце? Водород горит, превращается в гелий. И рано или поздно этот водород весь выгорит и Солнце погаснет. Так вот, Гамов работал профессором в Вашингтонском университете вместе с Эйнштейном. Они часто вместе обедали, гуляли и беседовали о науке. Вот такие друзья были у Гамова. Гамов и Эйнштейн не были допущены к созданию атомной бомбы по соображениям безопасности. Гамов под руководством Теппера принимал участие в создании водородной водородной бомбы в Америке. Гамова в Америке считали русским чудаком с мировой славой. После бегства Гамова за границу суровые испытания выпали на долю его друзей, физиков. Матвей Петрович Бронштейн был расстрелян в 1938 году. Дмитрий Дмитриевич Иваненко был арестован и после 1 года заключения в лагере сослан в Томск. Лев Давидович Ландау был арестован и после 1 года тюрьмы был освобожден. Так за него заступился Петр Капица. После побега Гамова физиков перестали выпускать за границу. Отец Гамова очень боялся ареста и покончил жизнь самоубийством в 1938 году. Вот чего стоило побег Гамова. Последние годы жизни Гамов работал в Колорадском университете. Здесь преподает сегодня его сын. При советской власти биографию Гамова было запрещено публиковать. Гамов – это еще один наш подарок
Америки. Можно назвать некоторые имена и других подобных подарков. Это создатель телевидения Владимир Казмич Зворыкин и создатель вертолетов Игорь Иванович Сикорский, создатель социологии революции и теории социальной мобильности Петерим Александрович Сорокин. Вот наши подарки Америке. Следующий вопрос. Теория эволюции в физике, биологии и социологии. Мир переживает прогресс от простого к сложному везде. То есть Вселенная переживает прогресс, биосфера переживает прогресс, общество переживает прогресс. Естественно, что различные ученые создают теории эволюции, которые объясняют этот процесс прогрессивного развития в этих трех частях мира. Георгий Гамов создал теорию горячей Вселенной, то есть Георгий Гамов создал теорию эволюции физического мира. Чарльз Дарвин создал теорию биологической эволюции. Ну и я, Валерий Стариков, тоже пытаюсь сформулировать теорию социальной эволюции. Что у меня из этого получилось, это не мне судить. Судить читателям, научной общественности. Наше дело опубликовать, ваше дело признать, полезная теория или бесполезна, что это все ложь. Вот так. Итак, теория горячей Вселенной или теория Большого Взрыва. Следующий вопрос. Эта теория рисует развернутую картину эволюции физической формы движения материи, физического мира. Наша метагалактика возникла 13,8 миллиарда лет назад в результате Большого Взрыва, когда возникло вещество. Вещество стало разлетаться в разные стороны и остывать. Эта закономерность постепенного остывания выражена во втором начале термодинамики. То есть тепло не может перетечь от холодного тела к горячему. Это остывание привело к возможности эволюции физического мира, к возможности возникновения все новых и новых форм вещества, то есть элементарных частиц, атомов, химических элементов, молекул, звезд, планет и, наконец, живых организмов, которые уже основали новую биологическую форму движения материи. Эти формы вещества имеют свой интервал температур, когда они могут существовать и не разрушаться. В процессе остывания метагалактики ее температура опускается через все эти интервалы, создавая возможности для возникновения широкого разнообразия физических форм вещества. Таким образом, остывание метагалактики играет ту же роль причины развития, что и естественный отбор в биологии. Согласно теории Гамова, развитие метагалактики прошло через следующие стадии или этапы. Первый. Адронная стадия, когда время равно от 0 до 1 миллионной доли секунды. Возникли элементарные частицы, нуклоны, антинуклоны, электроны, позитроны, мезоны, электромагнитные кванты, нейтрино и антинейтрино. Существовала разница между количеством вещества и антивещества. Первого, то есть вещества, было немного больше.
Существует гипотеза, что все элементарные частицы состоят из кварков. Так, вторая стадия, когда время равно от 1 миллионной до 10 секунд. Кварки должны были первыми сойти со сцены. Затем началась аннигиляция, то есть сгорание нуклон-антинуклонных пар. Именно она послужила источником реликтового излучения. То есть Гамов предсказал это реликтовое излучение, и позднее ученые обнаружили это реликтовое излучение. К тому же он предсказал температуру 3 градуса Кельвина, и этот прогноз подтвердился. Понимаете, мало формулировать гипотезы. Нужно на основании гипотез сделать прогнозы, и ученые должны подтвердить эти прогнозы. Вот именно так сделал Гамов. Итак, образуется плазма из элементарных частиц. Идет аннигиляция мезонов, то есть сгорание, порождающая электроны, позитроны и нейтрино. Нейтрино почти перестали взаимодействовать с плазмой и движутся сегодня свободно, вплоть до наших дней. Третий. Эра фотонной плазмы, когда время равно от 10 секунд до 32 тысяч лет. В равновесии находится плазма с излучением, а нейтрино свободны. Четвертая. Эра рекомбинации водорода из первичной плазмы, когда время равно от 32 тысяч лет до наших дней. Вот мы сегодня живем в эту эпоху рекомбинации водорода. Итак, в науке мало выдвинуть гипотезу. Эту гипотезу нужно доказать. А один из способов доказательства – это выдвижение прогнозов, которые должны подтвердиться. Гамов выдвинул 3 прогноза, которые подтвердились. Первый прогноз. Содержание гелия во Вселенной составляет 23%, водорода 75%, всех других химических элементов 2%. Этот химический состав вещества, галактики и звезд везде одинаков, в том числе и у Солнца. Этот состав был сварен не внутри звезд, а сразу во всей Вселенной на первых этапах расширения. Ранняя Вселенная – это котел, в котором при высокой температуре и плотности произошел синтез химических элементов. В 1965 году ученые открыли реликтовое фоновое излучение с температурой 3 градуса Кельвина. Гамов ранее предсказал и существование этого излучения, и точное значение температуры. Третий прогноз Гамова – красное смещение в спектре галактик. Оно свидетельствует, согласно эффекту Доплера, что эти галактики удаляются от нашей галактики Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется, и галактики удаляются от точки большого взрыва. Они разлетаются в разные стороны. Кстати, эти галактики напоминают спираль. Самые близкие к нам галактики удаляются от нас с небольшой скоростью, а самые дальние с большой скоростью. Название ближайших к нам галактик – это галактика Андромеды.
Малое и большое Магелланово облако. Чаще всего форма туманности, то есть галактики, напоминает спираль. По моему мнению, история развития Вселенной напоминает несколько направлений развития. Первое. Эволюция элементарных частиц, то есть от водорода до трансурановых элементов. Ну и все это есть в таблице Менделеева. Все эти химические... извиняюсь. Это элементарные частицы. Извиняюсь. Это электрон, позитрон, протон и так далее. Нейтрон, нейтрино. Так, второе направление. Эволюция химических элементов. Вот она. Химические элементы от водорода до трансурановых элементов. Это таблица Менделеева. Кислород, водород, кремний, ну и так далее. Третье направление развития. Эволюция звезд и планет. Ну, планета Земля, звезда Солнце. Понятно. Четвертое направление развития. Эволюция химических веществ. Ну, то есть химические элементы образуют химические вещества. Самое сложное это органические вещества. Органические вещества. Пятое направление развития. Эволюция органических веществ на основе углерода. И начало эволюции жизни. То есть главный химический элемент, который входит в состав органических веществ, это углерод. Первые 4 направления доходят до своего тупика в развитии, где дальнейшее усложнение становится невозможным из-за противоречий внутреннего строения. Пример тупика это трансураны, химические элементы, которые быстро распадаются. Трансураны. Химические элементы это система, которая возникла только из 3 элементарных частиц. Это протона, нейтрона и электрона. Для образования органических соединений обязательно нужен углерод. И часто нужен кислород, водород и азот.